Глава. Вера есть действие. Хадис под номером 26. Передается со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросили: какое дело является наилучшим? Он ответил: вера в Аллаха и его посланника. Его спросили: а после этого? Он ответил: борьба на пути Аллаха. Его снова спросили: а после этого? Он ответил: безупречный хадж. Глава. Если ислам того, кто его принял, не является истинным. Хадис под номером 27. Сообщается, что Саад бин Абу Ваккас, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отделил подарками группу людей, среди которых сидел и я. При этом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ничего не дал одному человеку, который нравился мне больше всех из них. И я спросил: о посланник Аллаха, почему ты так отнесся к такому-то? Клянусь Аллахом, я считаю, что он верующий. Он сказал: или мусульманин. Я помолчал немного, но мне не давало покоя то, что я знал об этом человеке. И я снова спросил: почему ты так отнесся к такому-то? Клянусь Аллахом, я считаю, что он верующий. Он сказал: или мусульманин. Но и после этого-то, что мне было известно об этом человеке, продолжало беспокоить меня. И я снова задал тот же вопрос. В ответ посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал то же самое, а потом добавил: о Саад, поистине, иногда я даю человеку что-то, опасаясь, что Аллах вергнет его лицом в огонь, хотя другого люблю больше, чем его. Глава. Распространение приветствий, салям, является частью ислама. Хадис под номером 28. Как-то один человек спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, какое проявление ислама является наилучшим? Он ответил: лучшее состоит в том, чтобы ты кормил людей и приветствовал тех, кого знаешь и кого не знаешь. Глава. Неблагодарность по отношению к мужу и различной степени неверия. Хадис под номером 29. Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: мне был показан ад, и оказалось, что большинство из его обитателей – женщины, проявлявшие неблагодарность. Его спросили: они не веровали в Аллаха? Он ответил: они проявляли неблагодарность по отношению к своим мужьям и не благодарили за благодеяния, которые им оказывали. Если ты долго будешь делать добро какой-нибудь из таких женщин, а потом она увидит от тебя нечто такое, что ей не понравится, то обязательно скажет: я никогда не видел от тебя ничего хорошего. Глава. Грехи совершаются из-за невежества, но совершающего их не следует обвинять в неверии, если только он не впал в грех многобожия. Хадис под номером 30. Сообщается, что Абу Зар, да будет доволен им Аллах, сказал: как-то раз я стал ругать одного человека, которого я попрекал его матерью. Услышав это, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал мне: о Абу Зар, неужели ты попрекал этого человека его матерью? Поистине, в тебе сохранились остатки невежества. Ваши рабы являются вашими братьями,
которых Аллах сделал подвластными вам. Так пусть же тот, кто владеет братом своим, кормит его тем же, что ест и сам, и одевает его так же, как одевается сам. Не поручайте им ничего непосильного для них, а если поручите, то оказывайте им помощь. Глава, содержание которой имеет отношение к словам Аллаха Всевышнего. Если две группы верующих вступят в сражение между собой, то примирите их. Коран. Сура комнаты. Аят 9. Хадис под номером 31. Сообщается, что Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, сказал: услышав, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: если два мусульманина сойдутся в бою, скрестив свои мечи, то и убивший, и убитый окажется в аду. Я спросил: о посланник Аллаха, будет справедливо, если туда попадет убивший, но почему же и убитый? Он ответил: ведь и он хотел убить своего товарища. Глава о различных степенях несправедливости. Хадис под номером 32. Сообщается, что Абдуллах бин Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал: когда был ниспослан аят, в котором сказано: те, которые уверовали и не затемнили свою веру несправедливостью, сподвижники, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, стали говорить: кто же из нас не поступал несправедливо? И тогда Аллах Всевышний ниспослал другой аят, в котором было сказано: ведь многобожие – великая несправедливость. Глава. Признаки лицемера. Хадис под номером 33. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: лицемера отличает три признака. Когда он рассказывает, то лжет, когда обещает, то нарушает свое обещание, а когда ему доверяются, он предает. Хадис под номером 34. Абдуллах бин Амр, да будет доволен Аллах ими обоими, передал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: истинным лицемером является тот, кому присущи 4 свойства, а отличающийся каким-либо из них будет отмечен одним из свойств лицемерия, пока не избавится от него. 4 такими свойствами отличается тот, кто предает, когда ему доверяются, лжет, когда рассказывает о чем-нибудь, поступает вероломно, когда заключает договор, и допускает беззаконие, когда враждует с кем-либо. Глава. Совершение молитв в ночь предопределения является признаком веры. Хадис под номером 35. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: тому, кто проведет в молитве ночь предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи. Глава. Участие в джихаде. От веры. Хадис под номером 36. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: всемогущий и великий Аллах не замедлит наградить того, кто выйдет на его путь. Аллах скажет: не побуждает его к этому ничто, кроме веры в меня и веры посланникам моим. И мне надлежит вернуть его домой, с доставшейся ему наградой или военной добычей, или же ввести его в рай.
И если бы это не обернулось трудностями для моей общины, то я не оставался бы позади отряда, принимающего участие в джихаде, а обязательно пожелал бы быть убитым на пути Аллаха, а потом воскрешенным, потом снова убитым и снова воскрешенным, а потом снова убитым. Глава. Добровольные ночные молитвы, совершаемые во время Рамадана в надежде на награду Аллаха, являются признаком веры. Хадис под номером 37. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: тому, кто во время Рамадана будет молиться по ночам с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи. Глава. Соблюдение поста во время Рамадана в надежде на награду Аллаха от веры. Хадис под номером 38. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: тому, кто во время Рамадана станет соблюдать пост с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи. Глава. Религия легка. Хадис под номером 39. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: поистине, религия эта легка, но если кто-нибудь начинает бороться с ней, она неизменно побеждает его. Так придерживайтесь же правильного, и приближайтесь, и радуйтесь, и обращайтесь к Аллаху за помощью утром, вечером и в некоторые часы ночи. Глава. Молитва является частью веры. Хадис под номером 40. Сообщается, что Аль-Бара, да будет доволен им Аллах, сказал: в первое время после приезда пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в Медину, он жил у своих дедов. Или же он сказал у дядев своей матери из числа ансаров. После этого он в течение 16 или 17 месяцев молился, обращаясь лицом в сторону Иерусалима. Однако ему хотелось обращаться во время молитвы в сторону Каабы. Первой такой молитвой, которую он, да благословит его Аллах и приветствует, совершил вместе с другими людьми, была послеполуденная молитва. Затем один из тех, кто молился вместе с ним, вышел и, проходя мимо собравшихся в мечети людей, которые склонились в поясном поклоне, повернувшись в сторону Иерусалима, сказал: клянусь Аллахом, только что я молился вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обратившись в сторону Мекки. Услышав это, они сразу же повернулись в сторону Каабы. Что касается иудеев и других людей Писания, то им было приятно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, молился, обращаясь в сторону Иерусалима. Когда же он стал поворачиваться лицом в сторону Каабы, им это не понравилось.